Всем привет, с вами Фотогир и я Виктор Брусков. И фотографы часто спрашивают меня, как сохранять фотографии так, чтобы они качественно выкладывались в соцсети. И это неудивительно, потому что бывает так, что стараешься, работаешь над фотографией, обрабатываешь ее, выкладываешь в соцсеть, а она теряет в детализации или еще в чем-то. И в этом видео я расскажу вам о своем методе, как я сохраняю фотографии так, что они у меня получаются детализированными, резкими и качественными, и, возможно, этот метод поможет также и вам. А в конце видео я поделюсь с вами еще одним полезным лайфхаком. Так что устраивайтесь поудобнее, и мы начинаем. Начну я с самого простого, а именно соотношения сторон, потому что фотографии в соцсети можно выложить в разных пропорциях. Во-первых, можно выложить горизонтальный снимок, и из-за того, что смартфоны все вертикальные, он занимает у нас в ленте меньше всего пространства, и, как правило, самый нежелательный по пропорциям, потому что его можно очень легко пролистать. В среднем по соотношению сторон у нас получается квадрат, и он занимает уже больше места, чем горизонтальная фотография. А самый большой размер снимка, который мы можем выложить, это, разумеется, вертикальный снимок в соотношении сторон 4:5. И, как правило, я рекомендую постить в соцсети именно вертикальный снимок, так как он занимает больше всего места на вертикальном смартфоне, и его сложнее пропустить обычному пользователю. Иногда ради этого я даже подрезаю свои горизонтальные фотографии, как раз для того, чтобы их было лучше видно на вертикальном устройстве. Разбирать свой способ по сохранению фотографий я как раз буду на вертикальном снимке с соотношением сторон 4:5. Из какой логики я исхожу? Что если скачать фотографию как раз вертикальную, с соотношением сторон 4:5, то мы увидим, что разрешение у скачанного изображения 1000 пикселей на 1350 пикселей. Соответственно, мне для того, чтобы подготовить изображение для выкладки в соцсеть, нужно сохранить его с разрешением, которое в 2 раза больше, чем 1350 пикселей, то есть 2700 пикселей по длинной стороне. Именно так я и поступаю. На какую бы камеру я ни снимал, я подготавливаю изображение с разрешением 2700 пикселей по длинной стороне. Но перед тем, как сжать изображение до 2700 пикселей, я также нагоняю на него резкость. Особенно я люблю инструмент «Умная резкость», который находится в фотошопе. Дело в том, что умная резкость на то и умная. Она нагоняет резкость довольно деликатно и делает это в тех участках, где изображение и так уже было резким. И если просто говорить пошагово, то вся процедура выглядит так. Сначала я использую полноразмерное изображение, накидываю на него умную резкость, и далее я сжимаю его в разрешении 2700 пикселей по длинной стороне. И когда я выкладываю данное изображение в соцсеть, то она производит свои преобразования, но уже с файлом подготовленным, который с резкостью и также сжат с нужным количеством пикселей. И, соответственно, выкладываться такое изображение также будет качественно, резко и без потери детализации. Еще хотел уточнить момент про умную резкость. Если применяете этот инструмент и у вас, допустим, присутствуют в кадре хроматические аберрации, то лучше сделать эту умную резкость на новом слое, а затем выбрать режим наложения яркость, чтобы детализация касалась только яркости. Иначе, если у вас есть хроматические аберрации, то эта умная резкость как бы усилит эти хроматические аберрации, так как будет воздействовать также и на цвет. Поэтому выбираем яркость, и тогда умная резкость будет воздействовать только на детализацию, но не на цвет. Вот такая логика у меня при сжатии изображений и подготовке их к соцсетям. То есть я сначала скачиваю из соцсети изображение и смотрю, в каком оно разрешении, и затем увеличиваю это число вдвое. Для того, чтобы когда соцсеть преобразовывала мое изображение, она делала это из двойного количества информации. Данный метод я вычислил опытным путем, и он для меня работает. Таким образом, я выкладываю все свои изображения в соцсети. И у меня есть еще одна рекомендация. Когда выкладываете какое-либо изображение и, допустим, используете Wi-Fi сеть, то подойдите ближе к Wi-Fi роутеру, потому что бывает, что из-за задержек передачи связи соцсеть не успевает прогружать полностью изображение и грузит как есть. Сколько прогрузилось, соответственно, это тоже влияет на детализацию снимка. А если телефон находится в непосредственной близости от Wi-Fi роутера, у соцсети появляется больше времени для того, чтобы проглотить все качество вашего изображения. Конечно, для того, чтобы изображение было резким в соцсети, оно изначально должно быть резким,
резким. То есть вы должны снимать так, чтобы автофокус у нас не промазывал. Это тоже создает ощущение, как будто изображение не резкое, если фокус куда-то убежал. Вторая причина, почему изображение может быть не резким, это из-за микросмаза, потому что у вас недостаточно короткая выдержка. И третья причина, если у вас недостаточно резкая оптика или если ваша оптика не разрешает возможности вашей матрицы, потому что матрицы сейчас многомегапиксельные и требуют объективов, которые могут разрешить всю эту матрицу. И, соответственно, из трех этих компонентов состоит резкость, то есть изображение должно быть в фокусе, снято с правильной выдержкой и с резкой оптикой. И тогда у вас все будет отлично. Если вы будете применять мой метод, то изображение в соцсети у вас будет выглядеть очень резким. Ну и теперь обещанный лайфхак, потому что многие из вас видели такие изображения, которые листаешь в карусели и понимаешь, что это одно изображение, просто поделенное на несколько частей. И сейчас я расскажу вам, как делаются такие изображения. Как правило, они нарезаются из горизонтальных снимков, потому что горизонтальный снимок можно разрезать на несколько вертикальных. Это может быть даже два вертикальных изображения. То есть горизонтальное изображение делим пополам, а в карусели это выглядит так, будто бы два снимка продолжают друг друга. И здесь весь секрет опять же заключается в соотношении сторон. Допустим, мы хотим, чтобы изображение у нас снова было вертикальным, с соотношением сторон 4:5, чтобы его точно можно было не пролистать. И тогда получается, что наш горизонтальный снимок мы должны порезать на несколько изображений с соотношением сторон 4:5. И в таком случае горизонтальный снимок нам понадобится с соотношением сторон 8:5. То есть мы разделяем его на два изображения с соотношением 4:5. Если мы хотим разделить наш горизонтальный снимок на 3 вертикальных изображения, значит он должен быть соотношением сторон 12:5, чтобы было 3 снимка по 4:5. Вот такой вот нехитрый, но эффектный прием, который до сих пор заставляет останавливаться некоторых зрителей и удивляться тому, как же это сделано. Главное здесь это не перепутать последовательность снимков для того, чтобы все они листались у вас по порядку. Ну и конечно, если вы хотите, чтобы все эти 3 изображения, которые мы получили из горизонтального снимка, были резкими, то вы должны применить все то, о чем я рассказал в начале этого видео. На этом у меня, пожалуй, все. Надеюсь, что это видео было для вас полезным. Если у вас остались какие-либо вопросы, пишите их в комментариях, я с удовольствием на них отвечу. Поставьте лайк этому видео и подписывайтесь на канал, если вдруг этого еще не сделали. Также поставьте колокольчик, чтобы не пропускать уведомления о новых видео. И всего вам доброго!